Здравствуйте, друзья! С вами Ригель, и сегодня мы посмотрим, какие существуют моды для ядерного трона. Я знаю, что вы ждете видео по первому Fallout, но поверьте, про него я тоже не забываю. Первый мод – Nuclear Warframe. Здесь добавлено только новое оружие из какой-то мне незнакомой игрушки Warframe. Вот то, что я нашел примерно за полчаса игры. Снайпер Трон. Выстреливает какой-то соплей с отскоком. Болтер, пулемет, стреляющий стрелами. Скана, обычный с виду меч. Братон, какой-то невнятный пистоль. Гаргон, какой-то невнятный пистоль чуть получше. В остальном мод играется как обычный 19-й апдейт. Идем дальше. Следующий мод Brutal Tron. Что он добавляет, смотрите сами. Следующий на очереди один из самых первых крупных модов – Community Remix. Нам обещают новых персонажей, гору нового оружия, новые мутации, врагов, кучу всего и даже Б-кнопку для курицы. Охуительно. Итак, новые персонажи — это Ящерка. Пассивная способность изрыгает патроны при получении урона. Активная — мили-атака. В комбинации с мили-оружием адовая имба. Мозг. Пассивная способность, отскакивающая от стен пули вместо лучей при стрельбе из лазерного оружия и управляемая плазма. С некоторыми мутациями совершенно убийственные способности. А вот активная, я даже не знаю, как это описать. За Брейном остается временной шлейф, и нажав на правую кнопку, он перемещается в то место, где он был определенное время назад. Ну или как-то так. Что-то вроде телепортации кристалла, только хуже. Троновая жопа у него, правда, добавляет кровавый взрыв в месте перемещения, но способность все равно дичь. Наверное, компенсирует имбовые пассивки. Третий персонаж Биг Тем, способности которого я вообще до конца не понял. Кажется, он как-то может восстанавливать полученный урон или что-то такое, но как это работает и когда перезаряжается, мне непонятно. Еще здесь куча новых мутаций, и некоторые из них довольно интересные. Вот, например, шоковый хребет заставляет персонажа с определенной периодичностью бить вокруг молниями. А вот вам лишь некоторые примеры нового оружия. Knife Gun одновременно с выстрелом производит мили-атаку. Диггер – пистолет, ломающий стены. Копье. А как вам пушка, стреляющая назад? Обратная совместимость. Даже боюсь. А это миниган Биг Бендита. О боже, да!
еще тонны всякого всратого и не очень барахла. Что за мать его? Рокет Рэпэл Чейнсо. Гатлинг трипл диск. По поводу локаций, мне трудно судить, так как я так и не смог пройти дальше Литл Хантера, но из пустыни, например, вместо оазиса можно попасть в перерисованную лабораторию. Как видите, здесь есть чем себя занять. Что ж, следующий мод Nuclear Throne 2.0, тоже один из самых первых. Нам обещают новых персонажей, оружие, мутации и даже новые типы патронов и сундуков и много чего еще. Заманчиво. Новые персонажи — это маска от Reddit, пассивная способность, если я правильно понял, что-то вроде дополнительного дропа. Активная, на правую кнопку он выстреливает даунволты, которые не наносят никакого урона. Совершенно бесполезный, как, впрочем, и сам Reddit. Рез — попытка сделать играбельного некроманта из лабораторий. Он получает больше контактного урона, но зато может воскрешать трупы. Впрочем, воскрешение выглядит совсем не так, как можно было бы себе представить. Это больше похоже на способность мелтинга. Вламбеар. Активная способность у него — круговая атака огнем, перезаряжающаяся на каждом уровне. А пассивная — скриншейк. Охуительно. А также орбит, вокруг которого вращаются дамажащие врагов сферы, которые на правую кнопку можно заморозить в одном положении. С троновой жопой сферы блокируют пули, что весьма и весьма неплохо. Новых мутаций здесь тоже немало, от безобидных до совершенно ебанутых. Чего стоит только мутация на больший по размеру уровни. Насчет оружия, как я уже говорил, здесь добавлен целый новый класс патронов – огонь, под который сделано много новых стволов, от пистолетов до пламенеющих дискганов. Но это не значит, что ими все и ограничивается. Вот только некоторые пушки. Петардострел, Соник Ган, да. А вот протонная пушка с мгновенным дамагом по курсору. А вот у черепахопускателя, на мой взгляд, маловато урона.
Биг Бендит здесь, кстати, тоже дропает свой ствол, но немного другой по механике. Стреляет только очередью, и в момент выстрела двигаться нельзя. А еще запилили урон от яда. Простите, никаких интересных локаций показать вам не могу, так как не смог выйти из пещер. Но новые враги, например, присутствуют. Что это? Что за... Что... В довесок к этому моду авторы приложили еще один, под названием Duplicating, предлагая нам самим посмотреть, что же он делает. Ну, пожалуй, так и поступим. Так. Происходит? Блять, ёбаный рот, блять, что происходит? Ну, хуя. Блять, что за дерьмо? Блять, вы чё издеваетесь? Убирайте! Блядь! Следующий мод на очереди New Kings. Здесь нам не обещают ничего, кроме новых персонажей. Давайте взглянем. Новые персонажи добавлены путем замены старых, но так как кроме этого изменений в этом моде нет, то это и не имеет значения. Итак, первый персонаж Normal. Пассивная способность – больший размах мили оружием. Активная – мили атака, как у ящерицы из комьюнити ремикса. Персонаж и так совершенно имба, но с троновой жопой у него есть шанс получить здоровье или патроны при использовании своей мили атаки, причем независимо от того, попадает он при этом по врагам или нет, так что умереть практически нереально. Второй персонаж – это очередная попытка воссоздания некроманта из лабораторий. Только на этот раз воскрешение трупов действительно воскрешает трупы. Правда, из любых врагов получаются фрики, но это уже что-то. Некромант имеет меньше здоровья, но, судя по описанию, может лечиться патронами, не знаю, у меня не получалось. Начинает он с неплохим пылесосом. Следующий мутант – аллигатор. Пассивная способность – осведомленность. Все враги у него помечены красными восклицательными знаками, и это скорее отвлекает. Причем замаскированные противники, вроде притворяющихся мертвыми ниндзя, не помечаются. Активная способность – автоприцел. Можно просто зажать правую и левую кнопки и бегать вокруг, смотреть, как дохнут враги. Вернее, можно было бы, если бы создатели не посчитали это слишком сильной имбой и не добавили отнятие здоровья после непродолжительного удержания правой кнопки, что превращает эту способность в совершенно бесполезную.
Бесконечное восстановление здоровья значит не имба, а вот автоприцеливание, но это уж слишком жирно. Начинает аллигатор, конечно же, с дробовиком. Следующий мутант Хазмат имеет иммунитет к токсинам, а на правую кнопку выстреливает токсичной бомбой, отнимающей патроны к текущему оружию. Ничего плохого, ничего супер крутого. И последний мутант, Хантер, это попытка создания играбельного снайпера со свалки. Пассивные способности, увеличенный обзор, что весьма интересно и полезно, а также Explosive Core. Справа от здоровья появляется шкала, которая отнимается при получении урона, но быстро восстанавливается. Если она упадет до нуля, то вас ждет преждевременная смерть, так что нельзя быстро хапать много урона. Активная способность Хантера – лазерный прицел. Не супер полезная, но с ее помощью можно, например, делать двойной выстрел. Вот только у оружия, уже оснащенного прицелом, при использовании этой способности он пропадает. А как вам кувалда с лазерным целеуказателем? Начинает Хантер с довольно ложовой снайперской винтовкой. Из остальных изменений в этом моде только перерисованные под новых персонажей иконки мутаций. Следующий мод – Ультрамод. Однозначно самый масштабный и проработанный из существующих на данный момент. Устанавливается, кстати, на актуальную версию игры. Нам обещают... Да чего нам только не обещают. Даже целых 2 новые зоны со своими врагами и боссами. Для новых персонажей здесь даже понадобился второй ряд. Давайте по порядку. Хантер – это еще одна попытка сделать играбельного снайпера. Пассивная способность его – большая скорость вылетающих пуль. Активная – захват цели. Почти как у аллигатора, только на одного противника за раз и без штрафов, так что ей даже можно пользоваться. Ему бы еще больше обзор, как в New Kings, и было бы идеально. Начинает он с совсем не слабой винтовкой, как у вражеских снайперов. Ян Кус теперь полноценный персонаж. А что он может, лучше один раз увидеть. Овца, простите, овечка начинает без оружия, но враги не атакуют ее, пока она первая не нападет. На правую кнопку она делает берсерк-атаку, снося все на своем пути. Панда. В версии трона, на которой основаны моды, способность курицы еще осталась замедлением. Поэтому панде дали обилку метать оружие. А вот пассивка у нее спорная. Ее оружие рандомно меняется на другое того же уровня при каждой генерации карты. Атом. Пассивки – быстрее исчезающие предметы и меньше здоровья у противников. Активная способность – телепортация. Наконец-то нормальная телепортация, а не то суицидальное убожество, что у Кристалла в актуальной версии трона. И, наконец, Викинг. Пассивка – броня на 1 хит, восполняющаяся при каждом старте уровня. Если играли в Ганжен, вспомните шлем морпеха. Активная, Викинг может строить стены. Правда, не в любом месте, а только примыкая к имеющимся. Они легко ломаются, но в остальном ведут себя как обычные стены. Новые зоны, вулканы Страна Чудес, начинаются после лабораторий. Сильно подробно останавливаться на них не буду, чтобы не спойлерить. Но ими все не ограничивается.
Например, иногда рандомно можно попасть на измененные версии старых локаций. Новые мутации в основном коснулись ультрамутаций. Их теперь не по 2, а аж по 4 на выбор. Также есть изменения в старых, например, острые зубы и стресс совмещены в одну. Оружия здесь тоже немало. Во-первых, запилены мини-версии практически всех имеющихся стволов. Во-вторых, появились целые новые классы оружия, замораживающее и кровавое, хотя этот класс не совсем новый. Замораживающее останавливает врагов, кровавое, как вы уже догадались, уничтожает вражеские пули. Ну и просто допилена куча разных вариаций на имеющиеся типы пушек, таких как Bouncer Flag Cannon или Токсикомет. Хотя есть и совершенно новое, взять хотя бы Kraken Gun. А это что? Упс Ган? А ну-ка. А вот веселого оружия здесь, конечно, не хватает. Следующий мод на очереди называется Nuclear Falls. И если вы вдруг подумали, что это какой-то адский гибрид Трона и Gravity Falls, то вы абсолютно, блять, правы, больные вы ублюдки. Вы, наверное, раскатали губу, увидев кучу портретов персонажей, но мод находится в альфа-версии, и играбельных из них всего 2. Остальных героев из мультика нам пока только обещают. Первый герой – Мейбл. Активная способность – метатель крюка. Второй – треугольник. Пассивные особенности – дополнительный огненный урон врагам, а также то, что начинает он с 1 очком здоровья, но на каждой следующей карте прибавляется еще одно. Еще у него все не цветное. А вот активная способность очень интересная. Он может 1 раз за уровень вселяться в тело врага, при этом получая столько хитпоинтов, сколько имеет этот конкретный моб. После смерти снова становится собой. Иногда это дает интересные результаты. И нет, на боссах это не работает. Вот только я не могу понять, как она перезаряжается, потому что очень часто она то работает, то нет. От чего это зависит, я не пойму. Может, просто баг. Да, 2 персонажа это маловато, но зато для каждого из имеющихся есть аж 3 скина. Здесь добавлено несколько новых противников, взятых из мультика,
А из нового оружия здесь есть клюшка, которая отбрасывает пули и трупы с большой скоростью, а также какой-то огненный меч. Простите, что не могу по достоинству оценить всю охуенность этого мода, мультик я не смотрел. Но вы только взгляните на это все. Я не знаю, что творится в головах у создателей этого дерьма, но явно что-то нездоровое. Потому что это не на уровне шутки «ха-ха, давайте запилим треугольнику из игры скин другого треугольника из мультика». Здесь действительно чувствуются вложенные усилия. И это пугает. И последний мод в нашем списке – Critical Chair. Этот мод весит 850, блять, мегабайт. Но, конечно же, столько места занимает музыка в WAV формате, а не что-либо еще. Этот мод – очередной кроссовер, на этот раз между разными инди-играми. Он тоже находится еще в стадии первого демо, но выглядит многообещающе. Итак, персонажи. Первый персонаж, Шилдер, является по сути кристаллом в новом скине. Давайте сразу взглянем на изменения в этом моде, так как их пока немного. Как мы видим, пустыня теперь ночная, и в ней живут аллигаторы. В канализации изменений не... Это всего лишь демо, поэтому Big Dog здесь последний босс, после которого вам покажут заставочку. Я ее спойлерить не буду. Из оружия здесь бензопила. Наконец-то! А также мачете войны. Урона наносит не особо, но его скорость атаки ограничена исключительно мускульной силой ваших пальцев. Еще запилили мусорской гранатомет. Следующий персонаж Венди из игры Don't Starve. Наносит меньше повреждений, но на правую кнопку вызывает привидение, которым можно командовать. Дальше идет Young Zeus, способность которого – это реролить свою последнюю мутацию на рандомную. Способность сомнительной полезности. Шансы, что случайная мутация будет полезнее мутации, выбранной из 4 случайных, ускользающе малы. А еще к нему все время респятся враги из особняка. Еще один персонаж, Better, имеет в качестве особенности серьезный недостаток. Он носит только одно оружие. Интересно, насколько охуенная должна быть у него способность, чтобы это компенсировать. И наконец, создатели решили оставить рыбу из оригинальной игры, без каких-либо изменений. Стоп.